Добрый день, дорогие друзья! В очередной раз поднимаем тему алкоголя. Дело в том, что вот много-много-много вопросов на эту тему. С одной стороны, пьяному море по колено, да, то есть вроде бы как человек сильным становится, а с другой стороны похмелье – это очень тяжелое состояние. Вот. И так далее, и так далее. Поэтому у людей, естественно, возникают вопросы. А чего мы вообще вдруг начинаем употреблять алкоголь? Вот, хорошо это или плохо? А где мера? Сколько можно, сколько не нужно уже? Да? И так далее, и так далее. Ну вот попробую в очередной раз вам эту тему раскрыть. Дело в том, что алкоголь является естественным метаболитом нашего тела. Нашей собственной печень печень производит ежедневно где-то порядка 100 мл чистого этанола. Потому что это метаболит наших вот этих внутренних обменных процессов. Он нужен нам. С одной стороны так. А с другой стороны, алкоголь, когда мы его принимаем, он является очень хорошим стимулятором, биостимулятором. Да? Он усиливает нашу энергетику на то время, пока он в неизмененном состоянии находится у нас в крови. Именно поэтому пьяному море по колено. Потому что выпил, и ты все сильный, тебе все нипочем, ты совсем справишься, ты все сделаешь, потому что ты сильный, у тебя добавилось энергии много. Да? Поэтому же, кстати говоря, люди начинают пить, когда при стрессах. Понервничал там, на работе что-то плохо, все, баночку пива открыл, выпил, сразу полегчало, уже легче, уже все хорошо, уже все нормально. То есть это как часто алкоголь используется как одно из альтернативных средств снятия последствий стресса. Лучший, конечно, самый лучший способ – это физическая активность, да? Но, к сожалению, не приучены мы к физической активности в большинстве своем. Вот. И нам гораздо проще пойти купить баночку пива, выпить и покайфовать, что все, стресс прошел, да? Гораздо проще, чем побегать 20 минут. Вот поэтому, к сожалению, большинство людей идет именно по этому пути, по пути употребления алкоголя в качестве снятия своего эмоционального напряжения. Работает алкоголь? Да, работает. В этом отношении тоже работает. Но это не лучший способ снятия своего стресса. Сразу говорю. Почему? Потому что, как я уже сказал, алкоголь, пока он у нас находится в крови, все хорошо, у нас все замечательно, мы крепкие, сильные, у нас энергии полно, нам стресса нипочем, совсем справимся. Но алкоголь, поскольку, я говорю, он является метаболитом нашего тела, он после того, как он побыл какое-то время в нашей крови, он начинает разлагаться. Когда он разлагается на токсические вещества, которые вызывают отравление нашего организма. Именно на этом основан синдром так называемого похмелья. То есть, когда алкоголь через сколько-то часов после того, как его выпили, начинает разлагаться, наступает похмелье. Естественно, что чем больше алкоголя было употреблено, тем тяжелее это похмелье. Тем сложнее оно переносится, тем больше и сильнее отравление нашего организма. Вот как все это устроено. Соответственно, сколько можно пить? А мы все разные. По-разному, да. Кто-то выпьет баночку, у него потом на утро тошнота, рвота, и уже его все плохо и тяжело. А кто-то там и 2 бутылки водки накатит, и ничего, и ни в одном глазу. Вот. То есть бывает по-разному. Почему? Потому что, опять-таки, наша адаптация нашего тела к приему алкоголя зависит напрямую от того, насколько часто мы употребляем этот самый алкоголь. Если человек подсел на постоянное употребление алкоголя, то выработка своего собственного снижается. Закон сохранения энергии. Зачем организм будет вырабатывать, тратить энергию на выработку того, что человек, хозяин, и так получает извне? Незачем. Печень перестает вырабатывать свой алкоголь, и тогда вот это привычное пьянство переходит в то, что называется алкоголизм. То есть привычка к употреблению, к снятию своего стресса с помощью употребления алкоголя переходит в физиологическую зависимость от употребления алкоголя. То есть человек уже не может не выпивать, иначе у него будет постоянный похмельный синдром. Вот как это все устроено. Соответственно, есть пьянство, есть алкоголизм. Если от пьянства вы имеете возможность отказаться просто чисто силой воли,
Все, мне надоело, что я злоупотребляю, больше не буду, а теперь свои стрессы буду отрабатывать физической нагрузкой до пота. Да, понервничали, вместо того, чтобы выпить баночку пива, вы взяли и побегали. Все, после этого тоже идет расслабление, не хуже, чем после банки пива. Вот, идет расслабление, организм отдыхает, все нормально, стресс вы отработали. Все, вы расслабились, все нормально, все хорошо. Вот. То есть, если вот эту одну привычку к снятию стресса заменить на другую привычку, более правильную, более полезную, то тогда и, соответственно, никакой интоксикации потом возникать не будет. И вот это снятие стресса путем физической нагрузки будет только улучшать ваше состояние. Вот как это все делается. Когда же человек переходит уже на уровень алкоголика, то есть когда употребление алкоголя, достаточно регулярное употребление алкоголя является физиологической потребностью, то там уже возникает большая-большая проблема. Почему? Потому что самостоятельно человек решить такую проблему не сможет. То есть должны быть какие-то внешние силы, которые вынудят его не иметь возможности употребления алкоголя в течение 45 дней. То есть если человек не будет получать алкоголь в течение 45 дней, за 45 дней вот эти все нарушенные обменные процессы восстанавливаются. Вот. И если человек не употребляет алкоголь 45 дней, то, соответственно, у него начинает вырабатываться свой собственный. И вот эта физиологическая потребность употребления алкоголя уже уходит. И тогда остается только уже решить вот эти психологические проблемы, чтобы больше уже не начинать употреблять сначала. Золотая коллекция вебинаров «Школы здоровья». Лучшие записи, доступ навсегда. Новые вебинары каждую неделю. Все самое важное о здоровье собрано для вас в одном месте с доступом в любое время. Ссылка в описании под этим видео. Вот как устроен вот это все, механизм употребления алкоголя. Вот, и как самостоятельно можно попробовать избавиться от этой дурной привычки или от этой болезни. Да? То, что мы говорили, пьянство – это привычка, а алкоголизм – это уже болезнь. Вот. Ну и, естественно, как я уже сказал, что какую-то порекомендовать дозировку, что вот столько можно, а столько уже не нужно, я не могу, потому что мы все разные, у каждого свое. И опять-таки все зависит от того, какая привычка у вас тоже. Вот то, что я мог рассказать вам в очередной раз про алкоголь. Дорогие друзья, всего вам доброго. И не злоупотребляйте алкоголем. Будьте здоровы.